Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные луковые палочки для перекуса. Для начала берем большую луковицу и мелко ее кромсаем. Примерно вот такими вот кусочками. Вот такими мелкими кусочками. Теперь берем наш ядреный лук и обжариваем его. Разогреваем 2-3 столовые ложки растительного масла. Лук попался ядреный, плачу до сих пор. И высыпаем сюда наш лук. Со слезами на глазах жарим на среднем огне до золотистого. Спустя несколько минут и выплакав все слезы, лук я довел до вот такого вот золотистого красивого цвета. Выключаем огонь и пусть остывает и дожаривается на сковородке своим ходом. Теперь готовим наше перекусное тесто. Берем глубокую тарелку, выливаем 100 грамм воды, 70 грамм растительного масла, одну без горки чайную ложку сушеного чеснока, одну неполную чайную ложку паприки копченой, 1/3 чайной ложки соли, чайную ложку сахара. Еще я добавляю для красоты и запаха сушеный укроп, чайную ложку. И также для красоты сушеного зеленого лука, чайную ложку. И еще не обязательно, но если есть грамм 30 твердого сыра, будет вкуснее. Буквально 20-30 грамм на маленькой терке. Естественно, хорошенько все это дело перемешиваем. Теперь берем 250 грамм муки и добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя теста. 10 секунд перемешиваем. Теперь желательно муку просеять, высыпаем ее все в миску. Муку высыпаем не всю, оставляем грамм 50, чтобы потом регулировать его плотность. Муку не обязательно просеивать, но если есть такая возможность, лучше просеять. Теперь все перемешиваем в однородную массу. Сначала венчиком, потом руками. Берем, мешаем руками теперь. Мешается очень легко, как вы видите, к рукам ничего не прилипает. Расширяем вот так вот тесто и высыпаем наш уже остывший обжаренный лук. И теперь вымешиваем вместе с луком. Мешаю, а запах стоит, знаете, такой, как пирожки жареные с картошкой и с лучком. Когда добавляют туда лучок, вот такой вот запах. Вот такой колобочек теста должно получиться, не прилипающее к рукам, более-менее такое тверденькое. В общем, кладем его в миску, накрываем розовым пакетиком и ставим в холодильник примерно минут на 10, чтобы оно остыло и стало более твердым. Прошло 10 минут, достали нашего холодка из холодильника. Теперь берем его, выкладываем на стол, берем всеми мой полюбившийся строительный кухонный шпатель, делим пополам. Пополам делим для удобства всего лишь навсего. Придаем плоскую длинную форму. Тесто удобное, оно не липнет, не прилипает ни к рукам, ни к столу. Вот так вот досточкой можно придать ему более плоского состояния. Раскатываем тесто приблизительно до толщины менее сантиметра. Раскатавши тесто приблизительно до вот такого вот состояния, чуть тоньше, чем 1 сантиметр, и начинаем его разрезать. Берем шпатель и разрезаем приблизительно полосочки в 1 сантиметр. Режутся они хорошо, удобно. Разрезаем на полосочки, ставим лайки, подписываемся на канал. Теперь берем противень, я постелил на него рукав для запекания, вы можете пергаментную бумагу. И выкладываем наши палочки на противень. Делается это очень просто. Вторую половинку тоже не щадим и поступаем с ней как с первой. Когда разрезаем на полосочки, уже ставим в духовку разогреваться на 180 градусов. Получился целый противень луковых палочек. Ставим наши луковые палочки-перекусники в разогретую до 180 градусов духовку. Приблизительно минут на 10. Наблюдаем. Итак, прошло 12 минут. Вот такие красивые, пышные, ароматные луковые палочки у нас получились. Посмотрите, какие они красивые. Они поднялись, стали пышными. Вот такие вот нежные. Очень вкусные, напоминающие вкус жареных пирожков с картошкой и луком. Очень вкусные луковые палочки. Рекомендую всем для перекуса. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру. Всем пока.